Не знаю, как сесть. Так? Это считается закрытая поза. Да. Да. А так тоже Ну, закрытая? лучше так, наверное. Друзья, всем привет! Привет. Вот уже 43-й день, как мы совершаем свое кругосветное путешествие. Решили немного рассказать о себе, небольшую предысторию. Мы познакомились в прошлом году, в пятницу 13-го. И после этого дня мы практически не расстаемся. У меня уже давно была мечта совершить кругосветное путешествие. Об этой мечте рассказала Катя. Я поддержала. Катя поддержала. Катя оставила свою работу. У меня была более сложная ситуация, вынужденная с работой. Это уже отдельная история. Недолгая подготовка в течение, наверное, Нескольких недель. до месяца мы готовились. В то время как Оформляли многие, визы. да, готовятся полгода, кто-то и год. У нас это было как-то так спонтанно. За месяц мы все подготовили, приобрели первые билеты, наметили дату. Причем для нас эта дата значимая. Мы стартовали за 2 дня до Катиного дня рождения и хотим вернуться в Тулу На Сашин день на мой рождения. день рождения. В общем, до 11 сентября. В процессе путешествия, а сейчас уже получается у нас 43-й день, мы находимся в Эквадоре. Это наша 9-я страна уже. 9-я страна и, по-моему, 12-й, мы вчера считали, 12-й перелет. Что мы можем сказать, да, какие трудности у нас есть по ходу маршрута? Наверное, основная трудность – это логистика, и связанная с логистикой – это багаж. У нас всего 2 рюкзака с собой. Очень тяжело уместить, потому что казалось, что климатическая зона плюс-минус будет одна. Я думаю, что я буду в шортах ходить везде. Но это совсем не так. И в Перу, и в Боливии было очень холодно, поэтому пришлось докупать какие-то вещи теплые. Сейчас все это не помещается. Мы думаем, как это все то ли выкинуть, то ли заменить. Но впереди у нас еще одна холодная страна. Мы собираемся на один известный ледник. Там, наверное, будет еще холоднее. Вот основная сложность – это вещи, которые нужно с собой перевозить в 2 рюкзаках. Если же путешествовать с чемоданами, с багажом, то уже получается достаточно намного дороже билеты. Ну, сложности еще, наверное, визы. Потому что не всегда казалось бы, что если там стоит, что виза по прилету, это не означает, что ты прилетел и тебе сразу же поставили визу за денежку. Иногда возникают сложности из-за того, что требуются какие-то там дополнительные документы, и это нужно все-таки, наверное, брать в расчет заранее и все это до мелочей продумывать, чтобы не было затыков. У нас предполагается следующий маршрут, уже часть видео выложена на нашем YouTube-канале, на Дзене. Мы начинаем из Москвы, потом у нас Юго-Восточная Азия, такие страны, как Индонезия, Камбоджа, Вьетнам, Сингапур. Потом мы перелетаем в Океанию, это Австралия. После Австралии самый долгий перелет через Атлантику. Мы попадаем в Южную Америку. В Южной Америке у нас Перу, Боливия, Центральная Америка, это Панама, затем Эквадор. После Эквадора у нас Аргентина. Мы потом, да, между Аргентиной и Бразилией мы хотим пешим маршрутом перейти границу, попасть в Бразилию. А из Бразилии уже мы хотим полететь в Африку. В Африке еще конкретные страны мы не определили. Да, возможно, да, билеты не куплены. Но основная страна, которую мы хотим посетить, это ЮАР. Скорее всего, Кения, потому что в это время будет великая миграция зебр и антилоп. Это, наверное, достаточно интересно. И уже из Африки мы собираемся вернуться в Москву. Вот такой маршрут. Главное нам пересечь все меридианы, несколько раз пересечь экватор и начать, точнее закончить там же, где мы и начинаем маршрут. Это в Москве. Хотели еще немного рассказать о наших целях.
зачем мы вообще это делаем, помимо того, что это мечта и личное желание. Наверное, хотелось бы показать людям, которые будут смотреть наши видео, что, в принципе, в этой жизни все возможно. И жизнь не такая длинная, как кажется. Надо делать то, что хочешь, здесь и сейчас. Второй возможности не будет. Всегда будут какие-то дела, всегда будут какие-то другие вещи, которые мешают нам осуществлять свою мечту. Если вы хотите повторить или даже что-то сделать лучше, чем делаем мы будем только рады. В свое время мы посмотрели такой же YouTube-канал одной девушки, которая одна решила совершить кругосветное путешествие. Она нас вдохновила. Возможно, мы кого-то вдохновим повторить и сделать то же самое. Нам было бы приятно, даже если один человек решится, и мы сподвигнем его на это. Поэтому ничего не бойтесь. Идите навстречу своей мечте, действуйте. Всем пока. Следите за нами дальше. До новых встреч! До новых встреч.